Привет, друзья! Европа молчит, но в ее недрах начинается неожиданный сдвиг. Как сообщают инсайдеры, в первых числах июня на одной из закрытых альпийских баз прошла встреча, о которой публично не сообщал ни один официальный канал. Участники – представители правительств Германии, Италии и Венгрии. Тема – оборона, финансы и технологии. Главная идея – это построение союза нового поколения, свободного от диктата Соединенных Штатов Америки и брюссельской бюрократии. Это уже не фантазия, а подготовка плана действий. По данным источника, близких к переговорам, сам Фридрих Мерц курировал повестку встречи. Формат получил условное имя «Внутренняя Европа». Смысл прост – архитектура нового европейского альянса, основанная на экономическом суверенитете, самостоятельной безопасности и координации интересов вне НАТО и вне Еврокомиссии. Особенно показательно приглашение не получили ни Франция, ни Нидерланды, те, кто традиционно считается ближайшими партнерами Германии в Европейском Союзе. Это сигнал. Мерц выстраивает не просто коалицию, а новый контур политического веса в Европе, где Вашингтону не отводится даже роль наблюдателя. Пока обсуждение идет в тени, без пресс-релизов и громких заявлений, но один из участников встречи, по информации из немецкой прессы, отметил, что цель не разрушение старого порядка, а его игнорирование. Мы больше не хотим спрашивать разрешения, мы просто делаем свое. И именно в этом главная угроза для нынешнего устройства Европы. А теперь то, чего вы точно не услышите на официальных брифингах ЕС. На первый взгляд все спокойно, никаких официальных альянсов, ни новых союзов, ни громких лозунгов. Но те, кто внимательно следит за повесткой ЕС, замечают странные совпадения. Венгрия, Италия, Чехия и Болгария начали синхронно голосовать по ключевым вопросам. Появились одинаковые юридические заключения, совпадающие формулировки, идентичные сроки инициатив. Как пишут обозреватели, между этими странами установлены прямые линии коммуникации, которые не проходят через Еврокомиссию. По данным из дипломатических источников, проводятся закрытые консультации на уровне вице-министров и политических координаторов. Но нет ни одного подписанного соглашения, только действия – это и есть стратегия. Координация идет через экспертов, частные исследовательские институты, адвокатские группы. Все оформлено как научное сотрудничество или технические обмены, но результат – единая позиция стран по вопросам энергетики, миграции и бюджета. Особенно активно координируется позиция по реформе бюджетной дисциплины. Берлин якобы предлагает временный механизм перераспределения средств в обход стандартной схемы Евросоюза. По сообщениям европейской прессы, за организацией стоит структура, связанная с политической командой Фридриха Мерца. Его окружение не афиширует свое участие, но факты говорят сами за себя. Пока Брюссель ведет споры о регламентах, Берлин уже формирует новую реальность. Это союз, в котором нет нужды в общих декларациях. Достаточно общего понимания и политической воли. Но все это лишь подготовка. Дальше начинается то, что вызывает настоящую тревогу в Брюсселе. За внешней вежливостью европейские политики разворачивается тихо, но решительно перераспределение влияния. Германия больше не рассчитывает на всю еврозону. Она делает ставку на тех, кто готов к действиям, даже если они не всегда вписываются в брюссельские рамки. В первую очередь это Венгрия и Италия, которые не скрывают своего раздражения к миграционной политике ЕС. Чехия и Болгария осторожнее, но уже делают шаги в сторону Берлина. Как отмечают эксперты, именно с этими странами Германия формирует неформальную ось интересов, которая работает за пределами привычной дипломатии. И это уже не просто координация в Совете ЕС. По данным, просочившимся из рабочих групп, обсуждаются конкретные инфраструктурные проекты. Речь идет о строительстве совместных энергетических узлов, железнодорожных маршрутов, проходящих в обход ключевых бюрократических точек Евросоюза. Один из аналитиков отмечает, что речь идет о формировании новой внутренней архитектуры Европы с отдельной логистикой, инвестициями, налоговыми соглашениями. Все это вне контроля Еврокомиссии. В закрытых кулуарах все чаще используется термин «серый союз». Он не прописан в уставах, но он уже работает. И именно через такие альянсы Германия хочет
переформатировать Европу без шума и без согласований. Если вам кажется, что это уже слишком, дальше еще жестче. Германия действует быстро и бескомпромиссно. С начала мая в работе ключевых бюджетных программ ЕС начались задержки. Формально, технически, на практике это заморозка. Германия использует все доступные механизмы, чтобы приостановить утверждение новых фондов, и не только по вопросам экологии. Под блокировку попали оборонные инициативы, пакеты цифровизации и даже транши на миграционные нужды. Как выяснили журналисты, это не случайность. Берлин действует методично, требуя дополнительных экспертиз, отспаривает расчеты, вносит бесконечные правки. Все в рамках регламента, но с очевидной целью – замедлить работу, пока не будет пересмотрены сами принципы бюджетной политики ЕС. На закрытом заседании Совета министров по информации из кулуаров представители Германии прямо заявили: текущий механизм больше не отражает интересы стран-доноров. В ответ на это Скандинавия и Франция выразили обеспокоенность, но давление не ослабло. Брюссель теряет контроль над финансами, а именно через бюджеты традиционно распределялась власть в Евросоюзе. Германия, отказываясь финансировать старую модель, фактически ее обнуляет. Один из чиновников в узком кругу назвал это денежной блокадой под видом реформ. И пока другие спорят, Мерц уже переписывает правила. Но кто на самом деле стоит за этим сценарием? Вот где начинается самое интересное. Берлин действует на удивление тихо, никаких манифестов, ультиматумов или выходов из соглашений. Но результат как после взрыва. Решения в Совете ЕС не принимаются неделями, некоторые инициативы месяцами. Формально из-за отсутствия консенсуса, но неофициально в кулуарах это называют бюрократическим шантажом. Как же работает эта система? Германия не отказывается, она просто требует дополнительного анализа или уточнений из рабочей группы, или времени согласования с национальными аудиторами. Все строго по регламенту, но эффект стопроцентный. Особенно это заметно в отношении проектов, инициированных Франции, странами Бенилюкса и Скандинавии. Речь идет не о мелочах, подвешены десятки миллиардов евро, которые должны были пойти на климатические цели, цифровую инфраструктуру, пограничные силы и фонды обороны. И все это в момент, когда Европейский Союз пытается показать единство. По информации из Европейского Совета, Берлин прямо блокирует формулировки, касающиеся общих обязательств. Вместо того, чтобы открыто воевать с Брюсселем, Германия просто останавливает воздух в системе, и это новая политическая техника. Не шум, не борьба, а точечное торможение всего механизма. Эксперты уже говорят о стратегии тишины, которая по своей эффективности обходит любой открытый конфликт. И вот финальный ход, такой, к которому никто в Европе не готов. Смотрите внимательно. Пока обсуждение бюджета Европейского Союза на 2026-2032 годы буксует, в Берлине уже разработан альтернативный сценарий. Как сообщают источники, знакомые с представленными материалами, Германия предлагает пересмотреть саму логику существования бюджетного механизма Евросоюза. Ключевой пункт – отказ от централизованного распределения средств через Еврокомиссию. Вместо этого двустороннее бюджетное соглашение между странами. Инициатива уже обсуждается на уровне финансовых ведомств, а в Европарламенте уже заговорили о разрыве основы общего рынка. Документ, попавший в распоряжение одного из европейских изданий, прямо указывает: каждое государство должно само определять приоритеты расходов, а вклад в общий фонд только в случае стратегической синхронизации. Это фактически означает, что Германия хочет отказаться от налога на интеграцию. Это ежегодных отчислений в общий фонд ради поддержки слабых стран. Примечательно, что Мерц лично не делает ни одного публичного заявления по этому поводу, но все уже происходит. Финансовые комитеты уже получают обновленные таблицы расчетов. В брюссельских кругах замешательство, Еврокомиссия теряет рычаги управления, а вместе с ними и ключевой инструмент политического влияния. И все это без громких фраз, просто цифры, просто расчеты. Но последствия могут быть необратимы. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.